Украина получает американский газ. Путин извиняется, но есть нюансы. Масштабная акция в Грузии. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Конец дипломатии. Еще один посол покинул Беларусь навсегда. Украинский Генштаб озвучивает общие потери россиян за год и за все время широкомасштабного вторжения. РФ изменила тактику ракетных атак. Как именно? Будем разбираться. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. С начала 2024 года Россия потеряла более 420 тысяч убитыми и ранеными, говорит главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Мы уничтожаем агрессора всеми возможными средствами. Только в этом году враг заплатил самую высокую цену за свое вторжение. Общие потери России с 2022 года, по словам Сырского, составляют примерно 785 тысяч военных. Интересно, что в России установлены имена лишь немногим более 80 тысяч погибших с начала широкомасштабного наступления, большинство из которых добровольцы. При этом, по данным украинской разведки, только в Ростове неопознанными остаются 56 тысяч ликвидированных оккупантов. Путин извинился перед президентом Азербайджана Алиевым за крушение самолета азербайджанских авиалиний. Но причину крушения так и не назвал, просто выразил извинения, цитирую, в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России. Конец цитаты из сообщения Кремля. К слову, власти РФ до сих пор не признали, что российское ПВО сбило азербайджанский самолет. По инициативе России состоялся этот телефонный разговор, а президент Азербайджана подчеркнул, что самолет потерял управление в результате внешнего воздействия. 25 декабря самолет азербайджанской авиакомпании «Азал», выполнявший рейс из Баку, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау. На борту находились пассажиры и члены экипажа, часть из которых погибла, другие получили серьезные травмы. После того, как они, вероятно, поняли, что они нанесли ракетный удар по самолету, в дело вмешивается региональный центр управления воздушным движением в Ростове и не разрешает азербайджанскому самолету производить посадку где-либо и перенаправляет его через море в Актау. Единственное, все, что можно сказать, это у них была надежда, что самолет упадет в море. Причины катастрофы до сих пор уточняются, по крайней мере, с российской стороны. РФ меняет тактику проведения ракетных атак по Украине, пишет британская разведка в своем отчете, отмечая одну новую особенность. Вполне вероятно, что Россия решила потратить время на создание запасов между ударами, а затем наносить удары большими и нечастыми волнами, а не более частыми и мелкими, как это было в начале года. То есть Россия изменила тактику, теперь она делает ставку на редкие, но более мощные удары. Тем не менее, у РФ остаются ресурсы для нанесения точечных атак в меньшем масштабе, которые используются как карательные меры без предупреждения. Армения не собирается возвращать в Минск своего посла Размика Хумаряна, который был вызван в Ереван для консультаций еще в июне 2024 года и с тех пор не вернулся на место. Об этом сообщили источники армянской редакции российского издания «Спутник». Обострение отношений между странами достигло нового уровня после недавнего конфликта на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, где премьер-министр Армении Никол Пашинян публично поспорил с Александром Лукашенко. Я хочу заранее сказать, что наша делегация примет участие в заседании в режиме видеоконференции. Спасибо. Что за проблема? Что у вас за проблема? Далеко до Минска или некому вас подвезти? Мы организуем доставку вашей делегации, если нужно. Александр Григорьевич, я по этому поводу выступил с публичным заявлением, и это заявление остается в силе. Я не думаю, что это правильный формат, чтобы обсудить эти вопросы. Армения обвиняет Беларусь в поддержке Азербайджана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, что стало причиной охлаждения дипломатических отношений. В июне страны обменялись нотами протеста, а в августе в Ереване здание белорусского посольства было забросано помидорами и картошкой после очередного провокационного высказывания Лукашенко.
Доступ к каналам российских пропагандистов, то есть российских государственных СМИ, в Telegram блокируется в ряде европейских стран. Так, государственный канал РИА Новости уже заблокирован в Литве, Нидерландах, Германии, Венгрии, а также в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии, о чем сообщили сами представители агентства. Кроме того, в Нидерландах, Германии и Венгрии перестали работать телеграм-каналы Первого канала, Россия-1, Известий и НТВ. Также пользователи сообщают о недоступности каналов российской газеты РИА Россия 24/7 и РЕН-ТВ. Блокировки начались после того, как в мае Совет ЕС запретил вещание РИА Новости, Известий, Российской газеты и «Голоса Европы» в странах Евросоюза. Европейские власти считают, что эти медиа активно распространяют кремлевскую пропаганду и дезинформацию. Украина получила первую партию сжиженного природного газа из США. Судно с грузом пришвартовалось в Греции, откуда газ будет доставлен в Украину, сообщает пресс-служба Venture Global. Это первая из серий поставок. Ранее в июне Financial Times писала, что американские производители заключили соглашение на поставку СПГ в Украину и страны Восточной Европы до 2026 года. Но непризнанное Приднестровье может остаться без российского газа совсем. Об этом предупредила газораспределительная компания, заявив, что причина в планируемой остановке транзита российского газа через территорию Украины. При этом под отключение не попадут котельные социальных объектов, агропромышленные предприятия, а также объекты общепита и торговли продуктами питания. Кроме реакции на прекращение транзита, российская власть также реагирует на определение России как главной угрозы для обороны Молдовы. Граждане Республики Молдова уже привыкли, и как-то мы свыклись с той гибридной войной, которую Российская Федерация ведет против нашей страны. Это началось даже раньше, чем военная агрессия против Украины. Я думаю, что российские власти развязали эту войну еще в 2014 году, когда они оккупировали Крым. И она просто имела разные проявления, но в конечном итоге целью Москвы было установление в Кишиневе марионеточного правительства, которое бы обеспечило бы примерно ту же политику, что и Лукашенко обеспечивает Путину. По всей Грузии тысячи сторонников евроинтеграции выстроились в живую цепь в рамках масштабной акции протеста «Цепь единства». Участники требуют сохранить проевропейский курс страны и выступают против политики правящей партии «Грузинская мечта». Среди протестующих президент Саломе Зурабишвили. Это подчеркивает серьезность раскола внутри грузинского политического истеблишмента. Акция проходит накануне инаугурации президента, выбранного от грузинской мечты Георгия Кавелашвили. Оппозиция категорически не признает его легитимность, утверждая, что выборы прошли с многочисленными нарушениями. Сирийцы возвращаются домой, хоть война еще и не закончена полностью. После свержения 61-летнего режима Баас в Сирии и завершения войны сирийцы, которые находили убежище в Турции, начали возвращаться на родину. У таможенного поста Онджупинар в Килисе собрались семьи, готовящиеся пройти необходимые процедуры для возвращения. Война в Сирии закончилась, надеюсь, больше проблем не будет. Я 10 лет находился вдали от семьи, счастлив вернуться домой и благодарен Турции за братский прием. Спасибо Турции, вы наши братья, Асад ушел, война закончилась, и теперь все могут вернуться домой. Для помощи возвращающимся и журналистам на таможне развернут мобильный координационный центр. Массовое возвращение беженцев символизирует новую страницу в истории Сирии, но многие все еще с осторожностью смотрят на будущее. Если мы говорим о, собственно, тех, которые живут в других странах, то отчетливо виден поток с Иордании, с Ливана, частично с Турции. И я думаю, по мере того, как будет восстановлена безопасность в стране, то есть восстановлены возможности для нормальной жизни, будут восстанавливаться люди, будут возвращаться, потому что, конечно, часть сирийцев адаптировалась в новых странах, приобрела какие-то навычки и возможности, социальный капитал, но, как мы понимаем, большая часть хочет вернуться домой.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.